Окей. Здравствуйте. Добро пожаловать на международную онлайн-конференцию АА, организованную русскоязычной интергруппой АА Израиля. На конференции вы услышите опыт шагов, традиций, концепций и спонсорства приглашенных спикеров. Продолжительность каждой встречи до 2 часов. Наш формат не предусматривает вопросы к спикеру. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания. Начнем встречу с нашей молитвы. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Короткие объявления. Друзья, мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы ведем запись, которая будет доступна на наших ресурсах. YouTube-канале «Наши голоса» и интернет-страничке mostAA.com. Ссылка выложена в чате. Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Напоминаем, что наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Если у вас будут вопросы, можно задать их, написав спикеру на электронную почту, которая есть вместе с ссылкой на 7-ю традицию. 7-я традиция гласит, каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Ссылка будет выложена в чате, есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Итак, добро пожаловать на конференцию МОСТ. Сегодня у нас 4-й шаг, ресентименты. Наш приглашенный спикер – это ШЕЛДОН из Лас-Вегаса, 24 года трезвости, переводит Григорий Т. Пожалуйста, Григорий, пожалуйста, ШЕЛДОН, ваше время. Добро пожаловать. Одну секунду. Ребята, если он будет цитировать что-то из книги, я сразу предупреждаю, что я буду давать, ну, вполне возможно, то, что можно назвать уточненные какие-то переводы, они могут быть не совсем совпадать с тем, что в большой книге. Все, Sheldon, it's your show, man. Hi, everybody. I'm Sheldon F. I'm an alcoholic. Всем привет, меня зовут Шелдон Ф, я алкоголик. It's a pleasure to come and join you guys this morning. And thank you to those of you that are able to have video. It's nice to have some feedback, so I'm grateful for that. Я рад возможности быть здесь с вами и особенно радуюсь тому, что у многих из вас видео включено. Таким образом, я получаю обраточку. I have a couple of goals that I set for myself anytime I get to share in Alcoholics Anonymous. У меня есть пара задач, которые я всегда ставлю перед собой, когда делюсь чем-то в анонимных алкоголиках. My goal is to entertain most of you. Моя задача развлечь большинство из вас. Maybe inspire a few of you. Может быть, вдохновить некоторых из вас. And only upset one or two of you. И расстроить только одного или двух из вас. If I entertain you, this is great. Если я развлеку вас, это будет прекрасно. If I upset you, call your sponsor. Если я вас расстрою, звоните своему спонсору. But if I inspire you, next to my name is my phone number and I am available on WhatsApp. Please feel free to reach out. Но если я вдохновлю вас, то мой телефон вы можете найти на WhatsApp прямо рядышком с моим именем. Пожалуйста, звоните. By the power of Google Translate, I speak many languages. С помощью Google Translate я сегодня способен говорить на многих языках. I've been asked to come and share my experience with the resentment portion of the 4th step. Меня попросили поделиться моим опытом относительно ресентиментов в 4-м шаге. I'm going to ask that you accept that I'm a bad drinker and that anybody in my life would agree that alcohol is not good for me. Я хочу, чтобы вы приняли как факт то, что я плохо пью, и то, что большинство людей в моей жизни подтвердят, что мне не следует этого делать. So I don't have to spend much time qualifying, but I do want to talk a little bit about my early childhood. Но мне не потребуется квалифицировать себя как алкоголик, я не буду уделять этому много времени, но я хотел бы поговорить о своем раннем детстве. Before I forget, my sobriety date is July 17th of 1996. Прежде чем я забыл, мой день трезвости 17 июля 1996 года, и моя домашняя группа Hermosa Beach Men's Stag.
Пляж Фермозы, мужской митинг. And my sponsor is Charlie H. И мой спонсор теперь Чарли. These things are very important to me and I want to share them with you. И они очень важны для меня, поэтому я хотел поделиться этим с вами. I live now in Las Vegas, Nevada. Я живу в Лас-Вегасе, штат Невада. And I was born in Leeds in the north of England. Но я родился в городе Лидс на севере Англии. Born into an average family, my parents are not alcoholics. Я родился в обычной семье, мои родители не были алкоголиками. But when I was 2 years old, my parents divorced. Когда мне было 2 года, мои родители развелись. We were a middle-class Jewish family, and after the divorce, we became a welfare family. Мы были семьей среднего класса, еврейской семьей среднего класса, а после развода мы оказались нищебродами. Government housing, food stamps, the whole package. Вся поддержка от государства, оплата еды, оплата жилья и тому подобное. One of the only Jewish kids in the neighborhood, I got in a lot of fights and dealt with anti-Semitism. Поскольку к этому времени я был один из немногих еврейских детей, мне пришлось столкнуться с антисемитизмом, и я постоянно дрался. I hated my dad because he left and he turned our lives upside down. Я ненавидел своего отца, потому что он ушел, и наша жизнь перевернулась. I hated my mom because she screamed and yelled and overreacted. Я ненавидел свою маму за то, что она кричала, визжала и постоянно очень жестко на все реагировала. I hated my brother because he was a bully. Я ненавидел своего старшего брата, потому что он постоянно меня пинал. I hated my uncles, my aunts, my neighbors, the kids at school. Я ненавидел всех вокруг. Я ненавидел своих родственников, своих дядь, своих теть, детей в школе, соседей. I didn't know any of you, but if I did, I probably would have hated you too. Я не знал никого из вас тогда, но если бы знал, я уверен, что ненавидел бы вас тоже. By the time I was 9 years old, I was very uptight, like my fists were clenched and I just felt so anxious and uptight. Когда мне было 9 лет, я уже был в состоянии постоянного напряжения, вот этой вот, как скрученная пружина, я постоянно с сжатыми кулаками, я в постоянном вот этом вот раздражении, нервности. And at 9 years old, I was offered my first drink. И когда мне было 9, мне предложили первый раз выпить. A kid by the name of Barry, who was 11, and because he was 11, he was 2 years older than me, that made him cool. И приятель, которого звали Берри, которому было 11 лет на тот момент, а поскольку он был на 2 года старше меня, он, соответственно, был, так сказать... I knew nothing about drinking, but I would have done anything to impress him, so I said yes. И я ничего не знал про пьянство, но я был готов сделать все, что угодно, чтобы провести впечатление на Берри, поэтому я сказал «да». When I had that first drink and the alcohol hit my body, it was magical. И когда я впервые выпил, и алкоголь влился в мое тело, это было волшебством. I felt like for the first time in my life I could finally breathe. Я наконец-то почувствовал первый раз в жизни, что я могу свободно дышать. I didn't become a daily drinker at 9 years old. Как вы понимаете, я не стал ежедневным пьяницей в 9. But by the time I was 14, I was drinking something, taking something, smoking something, doing something every day. Но к тому моменту, как мне исполнилось 14, я уже пил что-то, принимал что-то или торчал на чем-то ежедневно. I'm an alcoholic, and alcoholism is the only disease I have. Я алкоголик, и алкоголизм – это единственное заболевание, которое у меня есть. But I am a pig, and I will take anything that changes the way I feel. Но я абсолютнейшая свинья, когда доходит до таких вещей, поэтому я приму все, что угодно, чтобы получить измененное сознание. And I have to tell you, I loved every minute of my early drinking. И я помню, что я был просто влюблен в каждый момент моего раннего пьянства. It lit me up, it made me feel alive, it made me feel connected. Это дало мне ощущение жизни, это дало мне ощущение, так сказать, подключенности ко всему, что вокруг. At 16 years old, I moved to California where my father was living. В
В 16 я переехал в Калифорнию, где жил мой отец. Palm trees, pretty girls, beaches, drugs, and alcohol. Пальмовые деревья, красивые девочки, пляжи, алкоголь, наркотики. Oh boy, what a blast I had. Как вы здесь, я думаю, перевод не нужен. I got very lucky. When I was 19 years old, I got a job on an American TV channel called QVC. Когда мне было 19, мне повезло, и я получил работу на одном из телевизионных каналов, который продавал товары. And I made a lot of money and I didn't work very much, which is perfect for an alcoholic. И я работал мало, зарабатывал много, что идеально для алкоголика. When I was 24, they fired me from that job. Когда мне было 24, меня уволили с этой работы. And I knew why. We always know why when bad things happen to us. И я знал, почему. Мы же всегда знаем, когда что-то плохое с нами происходит, почему это произошло. One of the bosses was anti-Semitic and he hated Jews. Один из боссов был антисемитом, и он ненавидел евреев. But they said the reason they were firing me was because they thought it was bad to have an alcoholic crack addict as their national spokesperson. Но они сказали, что уволили меня, потому что думали, что иметь алкоголика и курящего крак как своего представителя, это нехорошо. I think this was a big overreaction. Я думаю, что они слишком перереагировали на эту тему. And from there, I was able to get another decent job and another good job. But eventually, by the time I was 25, I couldn't get a job anymore. And I was essentially homeless. И что интересно, что после этого я смог получить еще одну хорошую работу, потом еще одну хорошую работу. Но к 25 я уже не мог получить никакую работу, и я был бездомным. My dad would not let me in his house because I had stolen from him many times. Мой отец перестал пускать меня к себе в дом, потому что я крал у него слишком много раз. My mom would not send me any more money. Мама перестала присылать мне деньги. And I had no choice but to join Alcoholics Anonymous. И у меня не было особенного выбора, кроме того, чтобы пойти в анонимные алкоголики. And for the next 3 years, I just got drunk to get sober, to get drunk to get sober, and I could not get a footing in AA. I would be sober a week, 10 days, and drink again. И в течение следующих 3 лет я продолжал напиваться, чтобы трезветь, чтобы напиваться, чтобы трезветь. И так продолжалось. Я просто никак не мог ухватиться за тему анонимных алкоголиков. And at 28 years old, suicidal, hopeless, depressed, and alone is how I came to you for the last time. И в 28, уже имея мысли о суициде, абсолютно безнадежный и абсолютно разбитый, я наконец пришел к вам в последний раз. Gratefully, I got scooped up by people that were big book, step, oriented, traditional AA members. И мне повезло, потому что меня подобрали те, кто работали по шагам, кто соблюдали традиции, то есть настоящие члены сообщества анонимные алкоголики. The first few steps were relatively easy for me, especially the first step. Первые несколько шагов были достаточно просты для меня, особенно первый шаг. You cannot live my life to the point that you had lived it and not know that alcohol was a problem. Ты не мог жить так, как живу я, и не понимать, что алкоголь представляет собой проблему. And that I could not stop on my own and my life was unmanageable because of it. Я прекрасно понимал, что сам я остановиться не могу, и моя жизнь неуправляема из-за этого. I had a problem with 2 and 3 because I did not believe in God. У меня была проблема со вторым и третьим шагом, потому что я не верил в Бога. But my sponsor assured me that if I was to go through the process and just commit to taking all of the steps, но мой спонсор показал мне, что если я соглашусь пройти этот процесс и работать по шагам, that at the end, by the time I was taking other men through the steps in step 12, I would have a relationship with God. то к тому времени, когда в 12-м шаге я уже буду вести других по шагам, у меня будут взаимоотношения с Богом. And this has turned out to be true. И это оказалось правдой.
So step 4, when I began to write my 4th step, my sponsor took me to the big book and showed me in the big book where the actual instructions are for me to follow. И когда дошло до 4-го шага, и мне надо было писать инвентаризацию, мой спонсор открыл для меня большую книгу и показал мне, где находятся непосредственные инструкции для этого. And I was afraid to do the 4th step. Я был напуган писать инвентаризацию. If you go to meetings and you bring up the topic of step 4, Если вы пойдете на собрание и возьмете как тему для обсуждения 4-й шаг, you will hear all kinds of strange things like, ooh, it's very difficult. вы услышите целую кучу разных вещей, включая, например, такие, как это очень трудно. You better do it right or you'll die. Тебе надо будет сделать это правильно, иначе ты погибнешь. And then you will hear many different ways to do a 4th step. А вы также услышите много разных способов делать 4-й шаг. There are workbooks, Есть специальные книжечки и брошюры для этого. questions from the 12 and 12, Разные вопросы, например, из 12-12. and then actual directions out of the big book. А кроме этого есть инструкции в большой книге. In the big book, I have heard people take the directions to say that there are 4 columns. Я знаю людей, которые скажут, что там 4 колонки. I've heard other people read the big book and say there are 5 columns. Я знаю людей, которые читают большую книгу и говорят, что там 5 колонок. I am alcoholic, so when I do it, it has 6 columns. Ну а когда я делаю, поскольку я алкоголик, у меня их 6. It doesn't matter what process you use. I am not here to tell you that there is one correct way to do a 4th step. Не имеет значения, каким из этих процессов вы пользуетесь. Я здесь не для того, чтобы сказать вам о том единственном пути, правильном пути делать 4-й шаг. In fact, on page 13 of our big book, where Bill Wilson goes through the steps, Кстати, на 13-й странице в оригинале, это в русском, по-моему, 14-й, если я не ошибаюсь, когда Билл Уилсон описывает в своей истории, как он проходил по шагам, he does them wrong. он их сделает неправильно. What he says on page 13 and what he writes on page 59 are in a different order and they're different. And so obviously you can do it wrong and survive. И простой пример, то, что он написал на 14-й странице в описании работы по шагам, и то, что он позже пишет в 5 главе, это разные описания в разном порядке. Но, как видите, можно и так. But if I sponsor you, you'll do it my way. Но если я буду спонсировать вас, вы сделаете так, как это делаю я. The only way to do it wrong is to argue with your sponsor. А самым неправильным путем является спорить со своим спонсором. So, coming out of the big book, that first column where it asks, who am I resentful at? В первой колонке в большой книге нас спрашивают, по поводу кого мы испытываем ресентимент. If you're new, we could write that column for you. Если вы новичок, мы можем написать эту колонку для вас. We all think we're so different and so unique, but we're all the same. Мы думаем, что мы все такие уникальные и такие разные, но на самом деле мы абсолютно одинаковые. We don't write it for you because it's fun to watch you sweat. Мы не пишем ее вместо вас только потому, что это забавно посмотреть, как вы будете потеть над этим. But my list looked much like everybody else's. The first name was my dad. Но мой список выглядел, в принципе, как список кого угодно. Первым человеком был мой отец. Then my mom, then my brother. Потом моя мама, мой брат. My current employer. Мой сегодняшний работодатель. Current spouse or girlfriend. Моя сегодняшняя подруга или жена. Previous boss, previous girlfriend, and then everybody that had any meaningless contact with me for my entire life. Предыдущий спонсор, предыдущий босс, предыдущая жена, ну и в конце концов все, кто имели хоть какой-то незначительный контакт в моей жизни. I want to talk to you today mostly about the resentment process with my mom and my dad. Но я хочу сегодня поговорить с вами о процессе ресентиментов именно по отношению к папе и к маме.
Because these primary relationships, the relationships that do not go away, are the hardest for us to deal with. Потому что именно эти основные взаимоотношения, те взаимоотношения, которые никогда не уходят, они самые сложными, с которыми приходится иметь дело. It is easy to gain new perspective on someone you will never see again. Очень легко получить новую перспективу, новое видение относительно того, кого ты больше никогда в своей жизни не увидишь. But to gain new perspective on the people that will be at the coffee table tomorrow is much more difficult. Но те, с кем ты будешь завтра пить кофе, с ними это гораздо сложнее. Because they keep doing what they do. Потому что они продолжают делать то же самое, что они делают. So that first column is who am I mad at, and I have my mom and my dad and many other names. Итак, первая колонка, на кого я злой, там мама, папа, ну и многие другие. And then the next column asks, why am I resentful? What did they do wrong? Следующая колонка спрашивает, почему я испытываю этот ресентимент, что они сделали не так. Well, with my dad, it is easy. My dad had left. When I was 2 years old, he abandoned us. Ну, с отцом-то все было просто, а отец ушел, он оставил меня, он бросил меня, когда мне было 2 года. My mom was a little different, but what she did was she would scream and yell. She was angry. I did not feel like she loved me the way a mom should love her son. С мамой было несколько сложнее, потому что мама кричала, мама орала, мама была постоянно злой, и я не чувствовал той любви, которую мне казалось, мать должна демонстрировать по отношению к своему сыну. Next, the book asks, what is affected? Следующая книга спрашивает, на что это повлияло. My self-esteem, my pride, my pocketbook. What were the things that their behavior upset in me? Мое чувство собственного достоинства, мои взаимоотношения, мой карман, так сказать, то есть мои финансовые взаимоотношения, на что это повлияло? With my dad, the answer was everything. When he left, I felt unloved. My pride and my ego and self-esteem were hurt. С моим отцом это повлияло на абсолютно все. Когда он ушел, это повлияло на мое эго, поскольку я чувствовал, что меня не любят, разумеется, чувство собственного достоинства, само собой. My personal relationships at that time. Мои взаимоотношения с другими людьми. At that time in 1970 in England, divorce was not prevalent in a small Jewish community. В 1970 году в Англии, особенно, тем более в маленьких городах, развод не был частой вещью, особенно среди еврейской коммуны. Whether it was true or not, I felt ostracized from the community. Было это так или не было, это не важно. Важно, что я чувствовал себя отстраненным от еврейской общины. Forced to live outside of that community, I didn't feel like I fit in the neighborhood I lived in. Вынужден жить за пределами этой, так сказать, коммуны, я чувствовал себя абсолютно не принадлежащим. I suppose trust in authority may have been affected because I became very rebellious, and this I blamed on my father. И я полагаю даже, что это повлияло на фигуру, так сказать, доверенного авторитета, потому что во всем этом, разумеется, я винил своего отца, кто должен был быть тем самым авторитетом. Although today I do not believe this is true, at the time I thought my drinking and drugging were caused by him leaving. И хотя сегодня я не верю в это, но я точно знаю, что в то время я был уверен, что то, что я пью и пользуюсь наркотой, связано напрямую с тем, что отец ушел. In other words, I blamed my father for everything. Everything wrong in my life was his fault. То есть, другими словами, я винил своего отца во всем, что было не так в моей жизни. Во всем абсолютно. Это была его вина. My mom, what was affected was also everything. По отношению к моей маме, на что это повлияло? Тоже на все. I did not feel loved by her.
Я не чувствовал любви от них. So self-esteem and pride were affected. Разумеется, гордость и чувство собственного достоинства были смяты. I was embarrassed by her. Мне было стыдно за нее. She went to the girls that she had gone to high school with, the successful women in the Jewish community, and asked if she could become a maid for them. Она пошла к женщинам, с которыми в свое время училась в школе, и которые вели успешный образ жизни, и попросилась к ним служанкой. And this humiliated me. И это полностью, так сказать, опозорило меня. Because of the way I was raised by a single mother, I believed. И поскольку меня растила мать-одиночка, я верил. I was afraid of women, and my sex life was affected. Я боялся женщин, и, соответственно, это влияло на мою сексуальную жизнь. I know you will find this hard to believe, but I had such low self-esteem and no confidence. Я знаю, что вам трудно будет сегодня в это поверить, но в то время у меня было очень низкое чувство собственного достоинства и никакой уверенности в себе. I believe she should have been harder on my brother and stopped him from bullying me. Я считал, что ей надо быть более жестким по отношению к моему брату, чтобы он перестал меня чморить. Again, everything that was not my dad's fault was her fault, and I knew who to blame. И все, что не было виной моего отца, стало виной моей матери. То есть я всегда знал, кого в чем-то обвинить. If I was born to different parents in a different house with different circumstances, my life would be wonderful. It was all their fault. То есть, если бы я родился у других родителей, в другом доме, в других обстоятельствах, моя жизнь была бы прекрасна, так что это все их вина. So my sponsor did something that I sometimes do. Поэтому мой спонсор сделал кое-что, чем сегодня пользуюсь я. If a man has been in Alcoholics Anonymous for a while and has a basic understanding of our steps, Если человек уже провел какое-то время в анонимных алкоголиках и имеет кое-какое понимание относительно наших шагов, I will have him complete the rest of the inventory by himself. я дам ему возможность дописать всю инвентаризацию самому. But my sponsor suggested we write the rest of the columns together in the 5th step. So now I showed to his house with 3 columns for me to share the inventory, and he was to help me fill in the remaining 3 columns. Но при первой инвентаризации мой спонсор предложил мне прийти к нему с 3 написанными колонками, и остальные колонки мы дописали вместе. Which I still do today with a brand new person in AA, and it was the most effective and beautiful thing that he could have done. И я сегодня делаю то же самое с любыми из новопришедших в анонимные алкоголики. И честно вам скажу, это одно из лучшего, что могло бы быть сделано для меня. Of course, like I said at the beginning, this is not in the big book anywhere. Разумеется, это не то, что написано в большой книге, вы не найдете этого. So I suppose I, like Bill Wilson, Поэтому похоже, что я точно так же, как Билл Уилсон, I'm sober by doing the steps wrong. я трезвый, потому что я сделал шаги неправильно. But I get to his house with these 3 columns and we start to talk about my dad. Я пришел с 3 колонками, и мы стали говорить о моем отце. And the 4th column that he showed me comes from the line in the big book. И 4-я колонка, которую мы делали, она из большой книги. This was our cause. We realized that the man who offended us is perhaps spiritually sick. Там сказано, вот таким был наш путь. Мы пришли к выводу, что люди, которые причинили нам этот ущерб, были, возможно, духовно ущербны. Though we did not like his symptoms or the way they disturbed us, Хотя нам не нравилось их поведение и то, как они относились к нам, they, like ourselves, were sick too. они так же, как и мы, были больны. So he called this column, "This was our cause." Он назвал эту колонку «Вот наш путь». Колонка нашего... Sorry. The person
column 1, their symptoms, column 2, and the way they disturbed us, column 3. Итак, человек, первая колонка, okay? Что он сделал, вторая колонка, как это нас задело, третья колонка. Now I had to look for column 4, how I am like them. They, like ourselves, are sick too. А дальше, в четвертой колонке, мне надо было посмотреть, как, в чем я схож с этим человеком. Talked about my dad and about how maybe I could be like him. Стали говорить о моем отце, и как, может быть, я похож на него. Trying to get me to see things from my dad's point of view. Он пытался показать мне все вещи с позиции моего отца. But I didn't want to hear any of it. Но я-то не хотел слышать ничего из этого. I hated my dad. He ruined my life. I don't want to have this conversation. Я ненавижу своего отца. Это из-за него у меня такая ужасная жизнь, поэтому я даже не хочу разговаривать. And I fought, and I fought, and I fought. Я боролся с этим и продолжал бороться. Until eventually he just gave up and said, let's move on to your mom. Тогда в какой-то момент спонсор сказал, хорошо, давай отложим это, давай перейдем к твоей маме. With my mom, it was a little bit easier. С мамой было немножко проще. He asked me to imagine what it might have been like to be her. Он попросил меня представить себе, каково это было быть ею. A young woman divorced when she never expected to be. Молодая женщина, которая разведена, когда она не ожидала этого. Living poor when she expected to always be middle class. Живущая, в общем-то, в нищенстве, хотя всегда предполагала, что будет, по меньшей мере, в среднем классе. Having to have her hand out for government assistance and be embarrassed by being a maid to her school friends. Постоянно обращаться к государству за помощью и испытывать чувство стыда, поскольку ей приходилось быть слугой у своих школьных приятельниц. Left with the work of raising 2 young boys by herself. И оставлена, в общем-то, с тяжелой ношей 2 детей, которых она должна была растить при всем этом. If this was the life that was thrust upon me, Если бы мне вот такая жизнь досталась, how might I have reacted? как бы я отреагировал? I don't suffer well. А я плохо страдаю. If I am in any kind of pain, I want you to suffer with me. И если у меня хоть какая-то боль, вы должны страдать вместе со мной. If I stub my toe, I want to grab a hammer and look for your feet. Если я ударился ногой большого пальца, то я хочу схватить молоток и начать искать вашу ногу. I would have been short-tempered if I was her. У меня не было бы никакого терпения, если бы я был такой же. I would have been in a bad mood. Я был бы постоянно в плохом настроении. It may have been hard for me to show love. Мне было бы, наверное, очень трудно демонстрировать любовь. I have had much less difficult situations and behaved much worse than my mom did. У меня были значительно менее трудные ситуации, чем у мамы, в которых я вел себя куда хуже, чем она. To her credit, both me and my brother lived. Кстати, чтобы вы поняли, и я, и мой брат, мы по-прежнему живы, так что ее есть за что поблагодарить. The next column asks me a series of questions. Следующая колонка задает мне несколько вопросов. It asks, where was I selfish, dishonest, self-seeking, inconsiderate, or afraid? Следующая колонка спрашивает меня, где я был эгоистичен, нечестен. Что у нас там? Эгоистичен, нечестен, прошу прощения, сейчас быстро. Корыстен или испуган. This is column 5. Это пятая колонка.
to ask where I was selfish before I went through this process, I would have told you no. She was my mother, and that was her job. Если бы вы спросили об эгоизме, когда я только проходил через этот процесс, я бы точно отрицал, что я был эгоистичен, поскольку сказал бы, что она моя мама, и это ее ответственность. With direction of my sponsor, I was able to get a new vision of her. Но с помощью моего спонсора я смог получить новое видение своей мамы. When he asked me, where was I like her and what might it have been like to be her? Когда он спросил меня, в чем я был схож с ней и как бы я себя повел на ее месте, This was the first time I had ever thought about that. это был первый раз, что я задумался над этим. I had given my mother, or she had the title of mother. У нее был титул мамы, так я ее обозначал. Without her permission or without talking to her about it, Без ее разрешения, никогда с ней это не обсудив, I wrote a list of how a mother should behave. я написал в своей голове список того, как должна себя вести мама. What I expected my mother to be. То есть то, что я ожидаю от своей матери. And then I carried this list, imaginary, through my life and checked all of her actions against the list. И, в общем-то, вот этот вот, так сказать, если его можно видеть как список, да, я носил с собой всю свою жизнь и все время сверял ее поведение с этим списком. And I kept score in a game she could not win. И я, так сказать, держал счет в игре, которую выиграть она не могла. Taking away points every opportunity I could because she did not live up to what I thought my mother should be. И каждый раз штрафуя ее, так сказать, выдавая ей штрафные очки за тот случай, когда она не дотягивала до планки того уровня, на котором должна была быть. Thinking only of myself and of how my life affected me, putting me in the center of the universe with no thought of her or others. Думая только о себе, ставя себя в центр этой вселенной и разглядывая только с позиции того, как это влияло на меня. And when I saw this for the first time, I was surprised because I didn't even know I was doing it. И когда я впервые увидел это, я был поражен, потому что я никогда не отдавал себе отчет в том, что делаю что-то подобное. This is not the kind of person I want to be, but this is who I had become. Это не тот, кем я хочу быть, но это тот, кем я стал. Dishonest is another of the questions. Where was I dishonest? Еще один вопрос. В чем я был нечестен? I would tell you that my mother didn't love me. Я бы сказал вам, что моя мама меня не любила. We were poor, and I did not know how poor we were. Мы были очень бедными, а я даже не знал, насколько бедными. She sacrificed herself. She kept the same old clothes and repairing them. Она жертвовала собой все время. Она брала старую одежду и перешивала ее, демонтировала, чинила. I was 15 years old when we got our first car. She would walk to work and carry groceries home. Когда мне было 15, у нас наконец-то мы купили первую машину, а до этого она пешком ходила на работу и таскала обратно пешком продукты. She humbled herself and went into her old school friends' homes and became a maid to make extra money for the family. Она смирила себя и пошла к тем людям, с которыми раньше училась, чтобы стать у них домохозяйкой и обслуживать их, для того, чтобы могла принести что-то к нам в дом. As an adult, I can see that these were not truly friends, but they were acquaintances from school. Сегодня, как взрослый человек, я могу понять, что это были всего лишь ее знакомые. And the level of embarrassment and humiliation she must have felt in order to bring extra money into the family. Я могу себе только представить тот стыд, который она испытывала,
когда вынуждена была пойти, чтобы заработать эти деньги. Now, I don't know if this next thing is right or wrong. In fact, today with my experience, I think it may have been misguided. И я думаю, что вот то следующее, о чем я буду говорить, мне трудно сказать, правильно это или неправильно, но сегодня, возможно, я был направлен не в совсем... Because I know so many successful step parents and blended families. Потому что сегодня я знаю массу людей, которые имеют, так сказать, сводных родителей и семьи, которые заново сформировались. But she never brought another man in our home. Но она никогда не привела другого мужчину к нам в дом. She did not think it would be right for the family. She dated, she had boyfriends. Nobody ever lived with us. She never remarried. Но она никогда снова не вышла замуж. Она встречалась с мужчинами, но никогда не приводила их домой. When I left home, she married her longtime boyfriend 2 months after I moved out. Когда я уехал из дома, когда я покинул дом, она через буквально 2 месяца вышла за одного из людей, с которым долгое время встречалась. I have no judgment if that was the right decision or not. Я не знаю, правильно это было с ее стороны или нет. But it was certainly an expression of her love for us. Но это совершенно точно было выражением ее любви по отношению к нам. All of the struggles and all of the sacrifices she did was her way of showing love for her sons. Все страдания и все жертвы, которые она приносила, было демонстрацией ее любви по отношению к ее сыновьям. She gave up everything for us. Она всем пожертвовала ради нас. And I would have told you she didn't love me. И я бы сказал вам тогда, что она меня не любила. The level of dishonesty combined with selfishness is shocking. Вы видите, насколько шокирующим является этот уровень нечестности. Where was I inconsiderate, the book asks. Где я был, в чем я был неучтив по отношению к ней? I never even thought for a minute about her. It was all about me. Я никогда не задумывался над ней, даже на секунду. Это всегда было только обо мне. When I gave her the title of mother, Когда я дал ей вот этот титул мамы, it was the only title she was allowed to have. это был единственный титул, который ей позволительно было иметь. I never considered that she was also a young woman. Я даже не учитывал то, что она является молодой женщиной, With hopes and dreams and goals of her own. надеждами, какими-то мечтами и целями, которые принадлежат только ей, With a desire for joy and love in her life. со стремлением к любви и радости в ее жизни. Nice things and laughter. Она хотела прекрасных вещей в своей жизни и побольше радости и смеха. I was 28 years old in the middle of my 4th and 5th step before I ever considered my mother truly for the first time. Мне было 28 лет в середине своей, так сказать, второй инвентаризации к этому времени, к тому моменту, как я наконец-то стал учитывать какие-то другие вещи относительно моей мамы. And then where was I afraid? В чем я был напуган? Everything is driven by self-centered fear. Все, абсолютно все у меня зациклено на страхе по отношению к эгоистичному страхе. Afraid I'm not enough. Я недостаточен. Afraid I'm not lovable. Меня невозможно любить. Afraid that I don't belong, and that even my own mother doesn't care about me. Боюсь, что я не принадлежу здесь, что даже моя собственная мать не волнуется, не переживает по поводу меня. Driven by lies into loneliness and alcoholism. И именно ложь привела меня в конечном итоге в одиночество и алкоголизм. And then the final column is, what should I have done differently, or where am I to blame? Ну и, разумеется, последняя колонка, что я должен был бы сделать по-другому,
Или в чем я виноват? I purposefully caused her worry and anxiety by never telling her where I was and disappearing for days at a time. Я постоянно расстраивал ее и заставлял ее нервничать, потому что не говорил ей целыми днями, где я нахожусь, что я делаю. I was disrespectful and rude. Я был неуважителен и просто по-хамски относился к ней. Caused fights between her and her boyfriends. Я постоянно создавал конфликты между ней и ее мужчинами. Stole from her. Я украл у нее. And treated her not like a woman that loved her sons, but like an inconvenience and somebody that was in my way. Я относился к ней не как к кому-то, кто любит своих сыновей, а как к какому-то неудобству, которое стоит на моем пути. Now, this is a lot for a guy to swallow. Согласитесь, это до хрена, чтобы вот так вот охватить вот это. And in doing this work, there's resistance and there's tears. И в этой работе всегда будет и сопротивление, и, возможно, слезы, Shame and regret. стыд и сожаление. And it does not immediately make me want to run to my mommy and hold her. Но это не та вещь, которая заставляет меня сразу же вот помчаться к маме и обнять ее. But it does cause cracks in the wall that I have built to separate her from me. Но это начинает создавать трещины в той стене, которую создал, построил я между мной и ней. Not to steal the thunder from the guy that will talk about the 9th step, but it takes the 9th step to destroy the wall. Я не собираюсь красть, так сказать, победу у того, кто будет говорить про 9-й шаг, но именно в 9-м шаге это то, что рушит стену. But thank God for the cracks that were caused in step 4 and 5. Но спасибо большое за те трещины, которые создаются в 4-м и 5-м шаге. And then my sponsor played a dirty trick on me. А потом мой спонсор сыграл со мной грязную игру. He said, let's talk about your dad some more. Он сказал, а теперь давай поговорим о папе немножечко еще. He asked me, he said, do you think your mom may have always had some of the uptight, cranky anger that you experienced, even when she was younger and before you were born? Он спросил меня, слушай, а ты можешь предположить, что, может быть, у мамы было вот это вот такое вот напряженное озлобление, когда она была еще молодой, еще до того, как ты родился? Is it possible that maybe your dad met her and married quickly? Может ли так быть, что твой отец познакомился с ней и взял ее замуж очень быстро? And they didn't really know each other, but was the custom in a small Jewish community in the 1970s to meet, marry, and have kids quickly. И они действительно хорошо не были знакомы. Это было обычаем в еврейских коммунах, да, вот так вот. Быстро познакомились, поженились, обзавелись детьми. Is it possible that your dad found himself in a life that he did not want to live, unhappy with a woman he was not in love with? Можно ли предположить, что твой отец обнаружил себя в той жизни, которой он не хотел жить, живущим с той женщиной, которую он не любил и не хотел с ней жить? Terrified that the next 50 or 60 years of his life would be miserable and lonely. Испуган тем, что следующие там 50-60 лет его жизни будут вот такими вот одинокими и вот такими вот несчастными. If you were faced with 50 or 60 years of misery, do you think you may have run away as well? Если бы тебе предстояло вот, где-то лет 50-60 страданий, как ты думаешь, ты бы убежал? If I am faced with 60 minutes of boredom, I climb in a bottle of scotch.
Я тот человек, которому, если мне представить 60 минут скуки, я тут же залезаю в бутылку шотландского виски. I am not one that is willing to sit in an uncomfortable situation for long at all. Я не тот, кто готов сидеть в какой-то некомфортной ситуации длительный период времени вообще. Could I imagine doing what my dad did? I have done it 100 times. Могу ли я себе представить, что я поведу себя так же, как мой отец? Да я делал это сотни раз. Not with a wife and kids, but with friends and jobs and places I live and other family situations over and over and over again. Не с сегодняшней моей семьей, не с женой, не с ребенком, но с друзьями, большими работами, ситуациями, которые меня не устраивают. Я делал это снова и снова и снова. My arrogance says, but I would never do that with a wife and kids. Ну, мое эго говорит, что я никогда так не поступлю по отношению к своим детям и к жене. But how do I know? I never had a wife and kids. Ну, откуда я знаю на тот момент, если у меня никогда тогда в тот момент еще не было ни детей, ни жены? Is it possible in his situation, I may have behaved the same way he did? Итак, вопрос по-прежнему стоит. Возможно ли, повел бы я себя таким же образом, если бы я оказался в точно такой же ситуации? I don't know. I have to say possibly. Не знаю, но я должен сказать, что возможно. So now the list of questions. Where was I selfish? Ну, а теперь вопросы. В чем я был эгоистичен? I wrote a list of things that dad should be. Я написал список того, каким должен быть отец, так же, как с матерью. Created the character that he was supposed to live up to. Я создал вот этот образ, с которым он должен быть вровень. And then hated him because he wasn't even there to pass or fail the test. И возненавидел его, потому что он даже не задержался, чтобы я имел возможность сверить, сможет ли он дотянуть до этой планки. I'm going to come back to dishonest. Я вернусь к нечестности сейчас. Where was I inconsiderate? В чем я был неучтив? Again, much like my mother, I never considered my father at all. Ну, так же, как с моей матерью, я отца никогда не брал в учет. It is as if I said to myself, you got married, you had kids, you signed up for this, and if it's going to be miserable, so be it. То есть я для себя определил его позицию такой. Ты женился, ты завел детей, ты, так сказать, поставил свою подпись под этим делом, живи с этим. And if you have to suffer, then suffer you must. И если ты должен страдать, страдай. Where was I dishonest? There is dishonesty that I could see at the time of the inventory. But because this is a process that lasts a lifetime, there is dishonesty that it took more inventory and more work for me to notice. And I want to talk about that dishonesty for a moment. Так в чем же я был нечестен? Поймите, пожалуйста, есть уровень нечестности, который можно будет определить практически сразу в первой же инвентаризации. Но поскольку я в этом процессе, да, то спустя какое-то время с наработанным опытом я начинаю видеть еще и другие уровни нечестности, которые были свойственны мне. И вот именно о них я хотел бы поговорить. I have a very good life. У меня очень хорошая жизнь. And if you're new, I'm sure you're very happy to hear that. И если вы новичок, я уверен, что вы просто счастливы слышать это. Now why do I have a good life? Но почему у меня хорошая жизнь? Well, obviously because of Alcoholics Anonymous, right? Obviously because I found you and you took me to God and I'm sober. And obviously this is why I have a good life. Ну, разумеется, потому что анонимные алкоголики, потому что я нашел вас, потому что вы помогли мне прийти к Богу. И вот именно поэтому у меня такая хорошая жизнь. But this is only half the story.
Но это только половина истории. I live in Las Vegas, Nevada. Я живу в Лас-Вегасе, штат Невада. I am a salesman, and I've been very successful and made a lot of money over my life. Я продавец. И я заработал очень хорошие деньги. Я оказался успешным. I was married for 20 years to a good woman. We are no longer married. Я был женат в течение 20 лет на прекрасной женщине. Мы больше не муж и жена. And most of those years were good years. Ну, большая часть того времени были реально хорошими годами совместной жизни. We share a son who is 19 years old. У нас есть сын, которому 19. He lives with me full time. Он живет со мной все время. And he's very close with his mother. He sees her 3-4 times a week, and they have a good relationship, and I'm grateful for that. Он видится со своей мамой 3-4 раза в неделю, у них прекрасные взаимоотношения, и меня это очень радует. My sobriety has been a gift. I'm 24 years sober. For 20 years, I had one sponsor. Моя трезвость – это дар. У меня 24 года трезвости. В течение 20 лет у меня был один спонсор. For the last 4 years, I've been sponsored by another man who has given me great teachings. А в течение вот последних 4 лет меня спонсирует другой человек, который показал мне очень много чего и научил меня очень много чему. I sponsor many men and have lots of beautiful friendships. Я спонсирую большое количество народа, и у меня прекрасные дружеские взаимоотношения с людьми. Why does my life look like this? Почему моя жизнь такая? Because my dad left when I was 2 years old. Да потому что мой отец ушел, когда мне было 2 года. If my dad had not left, I would still be in the north of England, where it is freezing cold. Если бы я сейчас, мой отец тогда не ушел, я бы сейчас находился вот там, на севере Англии, где холодно. I would not be living in Las Vegas, where I love. I would not have met that woman or have the son that I have. Я бы не жил в Лас-Вегасе, который я обожаю. У меня бы не было той жены, которая у меня была. У меня бы не было того сына. I may have met a different woman and had a different son, but not this son that I adore. У меня, возможно, была бы встреча с какой-то другой женщиной, и был бы какой-то другой ребенок. Но у меня бы не было вот этого ребенка, которого я обожаю. When I moved to California when I was 16, my father took me to work with him and taught me how to sell. Когда мне было 16, я переехал в Калифорнию. Помните, это было в истории? Мой отец взял меня к себе, начал таскать меня на работу и научил меня продавать. Without the job he had in California and the way he was able to teach me, I would not have had the career I've had. Без этой работы, которая у него была в Калифорнии, я бы никогда не смог этому научиться, и у меня бы не было той карьеры, которая у меня сегодня есть. What I believed was the worst thing that ever happened in my life. То, что я считал самой ужасной вещью, случившейся, by God's grace turned into the catalyst that created the life I love. Это создало из-за благодати Божьей, это создало вот ту прелесть, которую мы сегодня имеем. This is a level of dishonesty that is embarrassing. Вот вам уровень нечестности, от которого стыдно. I think I know when things happen, if they are good or bad. Я думаю, что я знаю, когда вещи происходят, это хорошо или это плохо. But if inventory has taught me anything, it is that I am wrong much more than I am right. Но если инвентаризация хоть чему-то меня научила, она научила меня тому, что в большинстве случаев я ошибаюсь. But with indignance, I still insist on persuading everybody around me and me that I am right. Но поскольку это неудобная позиция, да, я пытаюсь всех убедить, что я прав. Such a fool I can be. Каким дурачком я порой могу быть. And then the last column, what should I have done instead, or where was I to blame? Ну и последняя колонка. Что я должен был сделать по-другому, и как я должен был себя вести. I kept distance between he and I. I pushed him out of my life.
Я держал дистанцию его, вот эту между мной и ним. Я его выталкивал из своей жизни. I stole from him and from myself many years that could have been a wonderful father and son relationship. Я украл у него и у себя огромное количество лет, в течение которых мы могли бы быть прекрасным отцом и сыном. This again did not make me immediately want to run to daddy's arms. И это тоже не та вещь, которая вот прям заставила меня бежать к нему домой. But again, it created cracks in the wall that separated me from him. Но вновь это создало трещины в той самой стене, которую я поставил между ним и мной. So let's talk a little about the fact that because this is my mother and my father, that these relationships don't go away. Так вот, давайте немножечко поговорим о том, что вот это мой отец и моя мать, эти взаимоотношения, да, они никогда нас не покидают. And coming out of the imagery of my father, it was clear that I needed to forgive him for the things that about him I had been so angry. Разумеется, при выходе из инвентаризации, да, и после рассмотрения, стало очевидным, что мне придется простить моего отца вот за те вещи, которые я, так сказать, предъявляю. The lesson in that this was our course section, or how am I like them? Вот это как раз о том, каким был наш путь, да, то есть в чем схожесть. Is that none of us are perfect. Никто из нас не идеален, ребят. Not me, not him, none of us. Ни вы, ни я, ни он, никто. And when I do something wrong, do I want forgiveness or punishment? И когда я сделал что-то неправильно, что я хочу? Я хочу прощения или я хочу наказания? I want you to be punished, but I want me to be forgiven. Я хочу, чтобы вас наказали, а меня простили. But if I want forgiveness, I must be willing to forgive it. Но если я хочу прощения, я должен дарить прощение. But today in society, it seems like we have misunderstood the word forgiveness. Но сегодня в социуме у меня есть впечатление, что мы немножко неправильно понимаем слово прощение. We act as if for me to forgive you, I have to say your behavior is now acceptable. Мы считаем, что для нас сказать, что я тебя прощаю, это все равно, что сказать, что твое поведение меня устраивает. For me to forgive my dad for leaving, I must say that it was the right thing for him to do. Ведь мне сказать, мне простить отца за то, что он ушел, это сказать, что он поступил правильно. And although God allowed everything to work out well in the end, it was not the right thing to do. И хотя Бог, так сказать, разруливает это, вот как вы видите, таким образом, что все раскладывается, это не было правильно. So for me to forgive him, the meaning to me of forgiveness has to change. Но для меня тогда, чтобы простить его, понимание концепции прощения должна измениться. Forgiveness must mean that it was not correct. You shouldn't have done it, but I love you anyway. И концепция становится такой. Да, это было неправильно. Тебе не следовало так поступать, но я все равно люблю тебя. Once I accept that, I want to pervert it one more time. И если я могу вот это принять, то тогда все дальнейшее будет складываться как надо. То есть So now I will say, okay, what you did is wrong, and I will love you even though you did it, providing you never do it again. И тут вот мы как раз вот когда мы говорим, возвращаясь к этому еще раз, у нас получается что? Да, ты поступил неправильно, я тебя прощаю, и ты должен больше никогда так не поступать. So now I will only forgive you if you change your nature
which you are not capable of doing. То есть я прощу тебя только в том случае, если ты полностью изменишь свою натуру, что никто из нас не способен сделать. So my father and I create a relationship. У моего отца со мной сформировались взаимоотношения. And it was beautiful. Было прекрасно. My son was born and my father was a hands-on grandfather. И когда родился мой сын, мой папа оказался активным дедушкой. Crawling on the floor, playing with cars with my son. Ползая по полу, играя в машинки с ним. And then he went back to England on vacation. И вот однажды он поехал обратно в Англию на отдых. And he decided to move back to England. И он вдруг решил переехать обратно в Англию. And everything came back. И все вернулось. He's abandoning me again. Он снова меня бросает. Now he's leaving my son. Он еще и бросает моего сына. Breaking my wife's heart. Он разбивает сердце моей жене. And on the way out the door, we had some real estate we owned together. He stole $40,000. А еще, кроме этого, у нас была совместная недвижимость, где он себе отхватил $40 тысяч. Now, you mess with me, this is one thing. Ну, если вы со мной рамсили, это одно. My son and my wife, this is another thing. Жена с сыном другое. My money? Деньги. I was so angry. I was maybe 15 years sober. I was at my sponsor's house with my head exploding. Я был такой злющий. У меня было тогда лет 15 трезвости. Я был у дома у своего спонсора. У меня было такое ощущение, что у меня сейчас голова взорвется от этой злобищи. I told my sponsor it is his fault. He made me do the inventory. He made me make friends. He put me back in the position for this guy to do it again. И я обвинил своего спонсора, что это все его вина. То он заставил меня писать инвентаризацию, то он заставил меня с ними мириться, создавать снова эти взаимоотношения. Это он виноват. In fact, I think my sponsor owed me the $40,000. Теперь я считаю, что мой спонсор должен мне $40 тысяч. This is what my sponsor said. He А мой said, спонсор сказал: you can be angry at your father if you like. ты можешь злиться на своего отца, если хочешь. You can never talk to him again if you like. Ты можешь с ним никогда не разговаривать, если хочешь. You can write him out of your life. Ты можешь просто выкинуть его из своей жизни. As long as you are honest about what you are doing. Если ты честен по отношению к тому, что ты делаешь. He said that your father, at the time my father was in his early 70s. Моему отцу тогда он был в своих ранние 70-е. Not healthy. He said that he will live maybe 5-10 more years. У него со здоровьем было уже не очень. И спонсор говорит: ну хорошо, вот он проживет еще 5-10 лет. And I can punish my father for the years he has left, and it will hurt him, and I may do that if I wish. И он говорит, что и ты можешь наказать своего отца, и да, ему будет больно вот эти вот оставшиеся годы его жизни, да? Ты можешь поступить так, если считаешь нужным. Separate him from me and from his grandson. Да, отодвинуть его полностью, выбросить его из своей жизни, из жизни его внука. But then my father will die. Но потом он умрет. I, however, will live hopefully another 30 or 40 years. Ну, а я после этого, будем надеяться, проживу еще лет 30-40. All the time haunted by the memory of my failed father. И все это время я буду жить вот с навязчивой вот этой памятью, okay, ситуации со своим отцом. Any places, music, smells that remind me of my father will remind me of poison. Все места, которые вот у нас, как обычно, ассоциируются с людьми, какая-то музыка, какое-то место, какие-то запахи, это все будет напоминать мне, это будет как яд для меня. And I will suffer. И страдать буду я.
but then I will die. А потом я умру. My son, however, will live another 30, 40 years. А мой сын после этого еще проживет лет 30-40. With the same poison I took myself, I would make him suffer with because I fed it to him. И этим же самым ядом, которым я сам принял, я еще накормлю его, и его страдания продолжатся. And then he asked me this question. He said, do you think you will ever disappoint your son? И он задал мне такой вопрос вдруг. Он сказал, а как ты думаешь, ты когда-нибудь расстроишь своего сына? Do you think you will ever behave in a way that your son may be embarrassed or ashamed or disappointed in? Может ли так быть, что ты когда-то поведешь себя так, что твоему сыну будет стыдно за тебя? Что сын будет расстроен твоим поведением? Well, of course. Ну, конечно. When you disappoint your son, what lesson do you want to teach him? Когда ты расстроишь своего сына, какой бы урок ты хотел, чтобы он вынес? Do you want to teach him that the men in your family throw their fathers away when they disappoint them, or love and forgive them anyway? Ты хочешь научить его тому, что в вашей семье принято, чтобы мужчины вычеркивали других из жизни своей, когда они их расстроили? Или ты хочешь показать ему прощение? I want to teach my son compassion and love. Я хочу научить своего сына любовь и снисхождение. I don't know what mistakes I'm going to make in the future, but I want him to stay by my side while I make them. Я не знаю, какие ошибки, возможно, я совершу в этой жизни, но я бы очень хотел, чтобы он был со мной, даже когда я их совершаю. And although when that time comes, he will make his own choice, I want to encourage him with my actions to love and forgive. И хотя, разумеется, когда мы придем к чему-то такому, он сам будет делать свой выбор. Но я бы хотел научить его именно любви и прощению. So now I have to make amends to my father because he stole $40,000 from me. Теперь я должен идти возмещать ущерб, делать девятку отцу, который украл у меня 40 тысяч. And my father was in England. I was in Las Vegas. He became sick a few years later. I had not talked to him. It took a while for me to be willing to approach him. Итак, отец был в Англии, я был в Лас-Вегасе. Должен признаться вам, что заняло какое-то время, прежде чем я смог с ним разговаривать, но он заболел. But I went to him and I did not know what to say. I did not know how to make the amends because I didn't know. I was lost. И я поехал к нему, но я должен вам честно сказать, я не знал, я не знал, как с ним разговаривать, я не знал, как мне сделать ему девятку. And again, not to get too far ahead in the steps, but when I met with him, God gave me the words. И опять же, чтобы не забегать слишком далеко вперед в шаги, когда я встретился с ним, Бог дал мне нужные слова. And I told my father, as I held his hand, I said, I'm grateful that you are my father. И я сказал отцу, держа его за руку, я благодарен, что ты мой отец. He said, what do you mean? I was not a good father. Он сказал, что ты имеешь в виду? Я был херовым отцом. I said, that's not what I mean, Dad. I mean that your blood is in my veins. Я сказал, это не то, что я имею в виду. Я имею в виду, что твоя кровь течет в моих жилах. My personality and my sense of humor are a mirror of yours. И моя личность и мое чувство юмора – это прям отражение тебя. People seem to like you, and they seem to like me too. Тебя люди, по большей части, ты нравишься людям, тебя любят. Ну, и вроде то же самое могу сказать про себя. The natural gift of your blood is my sales ability combined with your training has given me a great life.
И вот эта вот кровь, текущая во мне, твоя кровь, да, давшая мне какие-то зачатки, плюс твое обучение, okay, позволили мне жить прекрасной жизнью. I am proud of who I am, and I don't wish to be anybody else. Я горжусь тем, кем я сегодня являюсь, и я не хочу быть кем-то другим. So I am proud and grateful to be your son. Именно поэтому я горжусь тем, что я твой сын, и благодарен. And he cried. И он заплакал. And he lifted his head up and he said to me that when he dies, he does not know if it is reincarnation or heaven or hell or what. И он приподнял свою голову и сказал, что, ты знаешь, я не знаю, когда мы вот умираем, мы перерождаемся или что это, ад, рай, что там. But if he gets another shot at this life, he only hopes. И если он надеется, возможно, ему будет дан еще один шанс в этой жизни, He can become the kind of man that I had grown into in Alcoholics Anonymous. то он хотел бы стать таким человеком, каким я стал в анонимных алкоголиках. The next 2 years, I traveled to England 3 times a year. We had a good relationship, and I held his hand when he died. Следующие 2 года я ездил в Англию как минимум 3 раза в год. У нас сложились блестящие взаимоотношения, и я держал его за руку, когда он ушел из этой жизни. My girlfriend teases me because I quote him 3, 4, 5 times a week. Моя подруга постоянно подшучивает над мной, потому что я цитирую своего отца по несколько раз в неделю. When things happen in my life, good or bad, I miss him and I want to share it with him. А когда что-то плохое или хорошее происходит в моей жизни, я скучаю по нему, потому что я хочу поделиться этим с ним. The music, the places, the smells that create memories are gifts, not punishment. И места, те самые запахи и та самая музыка, они больше не наказание, они подарок. And when my son reminds me I'm just like my father, it is not a knife, but it is a blessing. И когда мой сын напоминает мне о том, что я напоминаю ему дедушку, это уже теперь не какой-то остро режущий нож, а это благословение. And now let's fast forward 10 years. А теперь давайте отмотаем вперед на 10 лет. And I am married 18, 19 years to a woman. Я к этому времени жена где-то лет 18-19 на женщине. She's a good woman, and the first 10 years of the marriage were good. И она очень хорошая женщина, и первые 10 лет нашей совместной жизни были чудесными. And not by her fault, but the last 8 or 9 years we became roommates, not lovers. И не по ее вине в последние 8-9 лет мы стали как бы сожителями, нежели любовниками. I was alone and afraid Я стал одиноким и испуганным, that the next 20 or 30 years of my life would have no joy. что в течение следующих 20-30 лет моей жизни не будет никакой радости. And I felt only the way that I could imagine my father felt. Я почувствовал себя вот именно так, как, видимо, чувствовал себя тогда мой отец. And I was a coward and I did not know how to leave. Но я был испуган, я сыкун, и я не знал, как уйти. I pretended through spiritual arrogance that staying in an unhappy situation where I was unhappy and she was unhappy was the right thing to do. И я решил через вот это самое духовное незнание, если хотите, да, духовные понты, которые нам свойственны, я решил, что остаться в нерадостных, нездоровых взаимоотношениях будет правильнее, чем уйти. But I am not strong, and I am weak. And after many years, somebody smiled at me. Но я слабый человек, у меня нет этой силы. И спустя какое-то количество лет нечто улыбнулось мне. And I broke my vows and I stepped outside of my marriage. И мы развелись. The affair did not last long. She did not know about the affair, but I knew it would happen again. Дело в том, прошу прощения, они не развелись. У него, эта формулировка, у него произошла
ну, скажем так, взаимоотношения на стороне, и он прекрасно знал, что это произойдет снова. And I made the decision I had to leave. И тогда я понял, что мне надо уйти. My son was 17 years old, Моему сыну тогда было 17. and I had to tell him not only that I was leaving, but about all of the details, because I'd left 6 months before, but during that 6 months, facts came out, and now I had to come clean with my son about not only the divorce he knew about, but the cause and the reason. Мне пришлось, моему сыну тогда было 17, и мне пришлось с ним побеседовать детальнейшим образом не только о самой ситуации развода, которая к этому времени уже поимела место быть, но и о причинах. And I was terrified. Мне было страшно. I love my son. I did not want him to see me in a bad light. I didn't want separation. I was terrified. Я был реально безумно напуган, потому что я очень люблю своего сына и не хотел, чтобы он увидел меня вот в свете таком, ну, скажем, неприглядном, да, чтобы у него сформировалось обо мне какое-то отрицательное мнение. But I told him, and I told him that it was my fault, and I told him what I did, and I told him his mother was a good woman, and that we had grown apart, and that she didn't deserve what I did to her. Но я рассказал все, я рассказал о том, что его мать шикарная женщина, о том, что я не прав, о том, что это является причиной развода, и что я поступил неправильно по отношению к ней. Это моя вина. And I believe mostly because of his character and who he is, but perhaps partially because of that lesson I had taught him years ago. И я думаю, что возможно потому, что какой он, возможно по тем вещам, которые ему довелось наблюдать и которым он был научен. He said to me, "You have been a great father for 17 years." Он сказал мне: ты был шикарным отцом в течение 17 лет. One mistake changes nothing. Эта ошибка ничего не меняет. And he, on his 18th birthday, he asked his mother if it would be okay to come and live with me. И на свое 18-летие он спросил у своей мамы, если она даст ему разрешение переехать ко мне жить. And what if I would have taught him the wrong lesson? А вот что было бы, если бы я научил его каким-то неправильным вещам? Alcoholics Anonymous is about many things, but it is about one thing. Анонимные алкоголики, они обо многом, но по сути они об одном. About reducing the separation between you and me so we can both get closer to God. Это о том, чтобы уменьшить дистанцию между мной и вами, чтобы вместе мы могли приблизиться к Богу. Steps 4 and 5 and 8 and 9 and 10 and 11 all focused into 6 and 7, which sounds complicated, but I'm sorry. Это сейчас прозвучит сложно, но 4, 5, 8, 9 и 10, 11, они все сфокусированы на самом деле в одну точку, в 6, 7. Извините за сложность. Is about protecting and defending the primary relationships in our lives. Это о том, чтобы защищать и сохранять основные взаимоотношения в нашей жизни. It is important to come to peace with and make amends to the people from your past. Для этого необходимо прийти к мировому и возместить ущерб, сделать 9-е шаги тем людям из своего прошлого. Because hopefully some of the ones in your past belong in your future and you can bring them back then. Потому что вы никогда не знаете, кто из прошлого будет принадлежать вашему будущему. И, возможно, кого-то вы возьмете с собой в это будущее. And we can learn to love and forgive the people in our present. Мы можем научиться любить и прощать тех, кто с нами сегодня. I don't do this perfectly.
I make mistakes. I gather resentments. I gather anger, and I am powered by fear. Я не делаю это идеально, я постоянно совершаю ошибки, я накапливаю ресентименты, я ведом страхами, я злюсь. But as an imperfect person, I hope to continue to stumble forward towards God's grace. Но как не идеальный человек, я надеюсь, что буду продолжать брести в направлении благодати Божией. And I can see that most of you are stumbling with me, so I will see you on the road. И я вижу, что большинство из нас, так же, как и я, спотыкаются на этой дороге. Так что увидимся. Thank you so much for listening to me. I very much enjoyed this experience today. Спасибо вам огромное за то, что вы меня послушали. И я получил огромное удовольствие от этого опыта. Огромное спасибо, Шелдон, огромное спасибо, Григорий. Наше спикерское подошло к концу. Если у вас есть вопросы, их можно задать спикеру. Он говорил, что его номер телефона написан вместе с его именем возле его, там, где вы его видите. Плюс у нас есть его электронная почта в том сообщении, которое мы выкладываем с рассылкой. Ссылкой на 7-ю традицию, которая выложена в чате, есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Друзья, мы ждем вас на следующей неделе, в следующую субботу. Мы продолжаем с 4-м шагом. У нас будет Керри из Теннерсвилля, 26 лет трезвости, и следующее у нас будет спикерская по теме страхи и секс. Добро пожаловать, все приходите. На следующей неделе наше собрание начнется в 19:30 по московскому времени. Спасибо огромное еще раз, Шелдон. Спасибо огромное, Григорий. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. И закончим наше собрание, закроем нашу встречу молитвой. Боже, дай мне разум, душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. Я могу различить одно от другого. Исполнить